30 сентября и 1 октября проводились испытания системы водяного пожаротушения НБК в рамках опытно-промышленной эксплуатации. В рамках этих испытаний проверялись различные проектные режимы работы оборудования, в первую очередь насосное оборудование, подтверждение проектных характеристик и параметров системы в целом и насосного оборудования. Была проверена возможность наполнения пожарных машин от баков запаса пожарной воды, это 2 бака по 1500 кубометров каждый. Сценарий, так называемое, тушение пожара с незначительным потреблением воды, когда включались 2 пожарных крана. Расход обеспечивается подпорными насосами, 2, которые создают давление в системе не ниже 6 бар. Был сценарий обыгран тушение пожара со значительным расходом воды, когда запускался лафетный ствол в основном объеме арки. Лафетные стволы предназначены для тушения пожара на площадке временного складирования. Это куда планируется перемещение демонтируемых конструкций, объекта укрытия в ходе демонтажа. И обыгрывались потом проверка некоторых переходов в автоматические режимы, такие как отказ одного насоса и в автоматическом режиме переход на работу второго насоса. Ну и ручные пуски, остановы насосов как основных, 2 электрических, так и дизельный насос независимый. Основными участниками испытаний был цех эксплуатации объекта укрытия нового безопасного конфайнмента, и поддержку оказывал персонал электроцеха, инженерный состав и инженера ЦУ НБК, которые ход испытаний контролировали, фиксировали параметры, документировали, ну и будут готовить отчет по испытаниям. Система пожаротушения НБК, она относительно независима. Связь с системами ГСПЧС, она только за счет подпитки баков запаса пожарной воды от систем ЧАЭС, а в целом, в принципе, запаса воды в баках достаточно по расчетному максимальному пожару в НБК. В системе постоянно поддерживается давление не ниже 6 бар, которые обеспечивают подпорные насосы. Ну и их, также этих подпорных насосов достаточно для тушения незначительного пожара при расходе в системе ниже 40 метров кубических в час. Если же значительный пожар какой-то, где необходимо задействовано более 3 пожарных кранов, либо лафетные стволы, либо у нас еще есть система пенного пожаротушения, в которую вода подается тоже от системы водяного пожаротушения. Включаются основные насосы. Характеристики каждого это 1008 кубометров в час, давление 15 бар, и они один другого резервируют. Также есть еще 3-й насос дизельный, который как бы резервирует и эти электрические насосы. Проектные функции выполнения данной системы подтверждены, готовность персонала подтверждена, то есть не было каких-то замечаний в действиях персонала. В общем, признаны успешно прохождение испытаний. В данный момент сейчас анализируются результаты испытаний более подробно для возможных каких-то улучшений в алгоритмах работы и управления системой.